Это как будто бы вы едете на машине, вы управляете своим автомобилем. You don't look at your mirrors. You don't look in front. Вы не смотрите в задние зеркала заднего вида, вы смотрите только вперед. And guess what? You're not going to see the curve coming. Или наоборот, вы смотрите только в зеркала заднего вида, вы не смотрите вперед, вы не увидите, когда у вас будет следующий поворот. So, the other thing that you have to look at with data is momentum or dynamics. Следующий момент, когда мы работаем с любыми данными, это моментум, да, это динамика данных. And it's the opposite of lag. Это как раз противоположный параметр. У нас есть отставание и есть, наоборот, динамика. So how much time do I need for a change that I do today? If I use, I don't know, I put an additive in my diet, how many weeks, days or months do I have to wait to see the reflection of that additive? Любое решение, которое мы принимаем, например, покупаем очередную добавку какую-то и сегодня вводим ее в рационы. Сколько дней или недель или месяцев пройдет и что я увижу через какое количество периода, через какое время? And I'll give you a bad example. This morning I was talking about our objective for calves is age after calving 670 days. Пример приведу. Сегодня с утра он говорил, срок первого отела 670 дней. That's a metric or an average, if you look at it, with a tremendous momentum. Это вот, например, метрика, это, эта метрика имеет очень много динамики в себе. If I change my ration today, or instead of feeding 4 liters, now I feed 6 liters to my calves, and I look the response on age after calving, it's not going to change until 2 years from now. То есть я сейчас меняю рацион на телятах, или я увеличиваю с 4 до 6, или с 6 до 8 литров молока сейчас, я изменений не увижу следующие 2 года, когда эта телочка принесет первый отел. So to make decisions on farms, I don't want this type of data. I don't want data that's very, very long and it takes a long time to change or make a response. Я, в принципе, на своей ферме не хочу работать с данными, которые имеют такую отсроченную длительность. То есть я сейчас что-то делаю, но результат я смогу оценить только через 2 месяца или через очень долгий срок. Okay, that's bias, isn't it? Difference? Bias. Yes. That's a dangerous one also. And that, it happens very often, so that's called bias. And it's the difference between an average that you calculate and another average that you could calculate with the same data, but including more or less points. То есть расхождение – это следующий момент, в смысле погрешность. Погрешность того, что мы посчитали, вот у нас наше среднее значение или наше медиальное какое-то значение, и расхождение в ту или иную сторону. A very common one, conception rate or pregnancy rate. Пример приведу, говорит Алекс, на прегрейте или на индексе стельности, например. If you have a whole bunch of cows that needed 8 inseminations to become pregnant, например, у нас есть группа животных, и всем потребовалось 8 осеменений, чтобы показать стельность. And you at the end are sick of them and you just send them to slaughter without becoming pregnant, so you just slaughter them. Мы от них устали, они нам надоели, они слишком дорогие, все, всю группу берем и отправляем на скотобойню. When you do the calculations of fertility, what do you do with those inseminations? Do they leave the herd with the cow, or they stay in your software? Когда мы считаем уже индекс в программном обеспечении нашем, как мы работаем с этой данной? Мы их оставляем в программном обеспечении, либо мы их убираем оттуда. Because if when you kill the cow, you kill the data, you're fooling yourself. Если вы думаете, что вы отправили корову на мясо, и вы таким образом убили данные, то есть убили корову, убили данные в программном обеспечении, это неправильно, это неправильный подход, это не так. So depends on the software you use, the data will live or not. So you have to know what you're looking at. То есть, соответственно, расхождение реальной картины с программным обеспечением, нам нужно всегда понимать, какие данные у нас, какое значение имеют, играют. The other important thing is to look at sample size. I'm going to skip this because in Russia you have large farms. So typically the number of data points that you look at is large enough, so I'm not worried about Следующий момент too это small. размер выборки. Я не буду сильно на этом останавливаться, потому что в России у нас фермы большие, все-таки, да, с большим количеством животных, поэтому размер репрезентативной выборки должен быть достаточно большим, чтобы этим данным верить, по сравнению с семейными фермами или фермами маленького количества голов. And the last thing that's important about data is that it's accurate. И следующий момент по поводу любых данных, они должны быть очень аккуратными, точными.
Every time we make decisions on data, we think that we have a sense of strength and security because data is very robust. Но у нас есть всегда какая-то выборка, какая-то таблица, какие-то сводка каких-то данных, мы всегда им верим, потому что эти данные точные, эти данные аккуратно собраны, они имеют много значения в себе. And that is only true if the data that you're using is accurate. И это все правда, и так и есть только в том случае, если данные корректны, если данные аккуратны, точны. So here's an example. Вот пример. This is body weight determined using a scale in heifers. Вес тела на телках с помощью электронных весов. And on the y-axis we have body weight determined using tape. Внизу электронные весы, вертикально это мерная лента, то есть сантиметром обычно. So if I was selling body tapes, I would say, hey, it's very accurate because look at the regression line, right? It's pretty linear. So every time I look at the body weight, 200, 200, 100, 100, it's a good measure. So I could use tape to estimate body weight. Можно считать, он говорит, если мы только оцениваем, корректна ли мерная лента, да, конечно, корректно, потому что, смотрите, по мерной ленте 200 и по электронным весам 200, тут 100 и тут 100. Ну, нормально работает, можно только пользоваться мерной лентой. But this is pretty silly. Это достаточно большая глупость. Because I don't need a tape. What we're doing here is reporting from 0 to 600 or 700 kilos. Здесь мы измеряем от 0 килограмм до 600-700 килограмм животных. And for sure, even if I don't use a tape, I will be able to say that this animal is bigger than this one, and this one is bigger than that one. Даже на глаз я могу сказать, что вот это животное в 700 килограмм, оно больше, чем животное в 500 килограмм. Или то, которое больше и весит 500 килограмм, конечно, больше, чем новорожденное животное. When I use a tape, the question I'm asking is this animal here that it's 180 or 190? That's what I want to know. Вопрос, когда мы оцениваем метод измерения мерной лентой, все в рамках очень маленького интервала. То есть вот эти два животного, они весят 180 или все-таки 190 килограмм. So I need to put the graph in a different way. Поэтому этот график должен выглядеть другим образом. That's body weight, and that's the difference between body weight from a scale and body weight from the tape. То есть график выглядит совершенно другим образом. Это вес нашего животного внизу горизонтально, а вертикально это как раз погрешность между измерением лентой и электронными весами. Which means that if I use the tape on an animal that's 500 kilos, то есть когда я использую мерную ленту на телке, которая весит 500 килограмм, the tape will tell me that this animal is 500 minus 20, 480. То есть мерная лента скажет, что это животное весит 500 килограмм минус 20, 480. 500 plus 40, 540. Либо 500 плюс 40, 540. So a difference of 80 kilos. Мы играем, у нас разница 80 килограмм. Over 500 kilos. На 500. It's almost 20% difference. So if you're happy with that, это практически 20% разница на 500 килограммах. Если вас это устраивает, you can use the tape, but I wouldn't. It's not accurate можете enough. использовать, продолжать мерную ленту. Для меня этого недостаточно. Это слишком большая разница, и результат недостаточно точный. All right. So now that we know what data to look and how to look at the data, let's look at a herd from an economic perspective. Теперь мы установили с вами, как бы договорились о терминологии, как мы считываем данные, как мы с ними работаем. Теперь давайте посмотрим на стадо.